Уважаемые коллеги, на нашей очередной встрече с гостем студии сегодня присутствует руководитель крупнейшего азербайджанского информационного агентства «Тренд» Ильгар Гусейнов. Ильгар, я очень рад приветствовать вас в нашей студии. Вчера прошло мероприятие на историческом факультете МГУ, встреча со студентами, затем большой круглый стол, материалы которого были опубликованы на нашем сайте. Но тема нашей сегодняшней встречи немножко об другом. Не о политике, не о парламентских выборах, которые предстоят в Азербайджане. Поговорим о медиасообществе, о проблемах, с которыми сталкиваются информационные агентства в своей деятельности. Ну и главный вопрос, который интересует в том числе и журналистов редакции «Вестника Кавказа», как зарабатывать деньги на информации. Ну, конечно, я понимаю, что всеми профессиональными секретами делиться нельзя. Это бесконечная тема. Нельзя. Вот. Но, может быть, какие-то определенные детали вашего опыта работы мы постараемся с вами вместе прояснить. И первый вопрос. 15 лет тренду. С чего все начиналось? Ну, все начиналось 15 лет с небольшой горстки людей, которые после завоевания независимости Азербайджана буквально через несколько лет решили, что пора в Азербайджане создавать серьезные информационные ресурсы. В Советском Союзе что у нас был? Тартас, АПН, несколько агентств было. Это было второе информационное агентство Азербайджана, которое было создано. Те, кто создавали, многие до сих пор работают у нас в агентстве. То есть мы их и награждали позавчера, когда у нас был юбилей. Это была горстка людей, которые, как мы сегодня говорим, когда встречаемся, они пошли в большое плавание, вот именно спустились. И что мы говорили, когда же внутри отмечали свой праздник, что у них получилось, у них удалось то, что сегодня тренд, то, что у него сегодня получается, и то, что сегодня он может продавать какие-то свои новости уже за рубежом, и то, что он известен в мире уже достаточно широко. Это заслуга тех людей, которые в то время начинали, и которые именно в правильном направлении все это начали вести. Насколько обновился за 15 лет творческий коллектив? Ну, он не обновился. Ну, естественно, многие люди ушли, к сожалению. Кто-то ушел из журналистики, кто-то перешел на другую работу, в другие СМИ, кто-то вообще как бы решили заниматься уже как бы другого вида журналистикой. Но он расширился просто. Появились новые функции, появились новые подразделения. Можно сказать, что тренд – это сплав опыта и молодости. То есть, как вы находите оптимальное соотношение между молодыми кадрами, которые только-только приходят на работу в агентство, и мэтрами, которые определяют лицо тренда? Ну, я вам скажу, что очень важно. Сегодня, если говорить о Вестнике Кавказа, вот один из самых динамично развивающихся российских информационных ресурсов. Как мы это совмещаем? Когда мы собираемся и проводим внутреннее совещание, есть то, что проходит один момент, который красный, скажем, жирной полосой проходит во всей работе. То есть тренд – это не творческий беспорядок, это компания, это фирма, которая должна зарабатывать деньги, это бизнес, и в которой должна существовать железная дисциплина. К сожалению, мы за эти годы, нам пришлось, может быть, распрощаться со многими очень талантливыми журналистами, которые не принимали и не хотели работать в связке. Они не хотели работать в своей жесткой дисциплине. Но тогда это мое абсолютно убеждение, что там, где нет жесткой дисциплины, нет где вертикали, то таких больших успехов достичь невозможно. Есть возможность творчески, это все обсуждается, это все делать, естественно, как в любом коллективе. Но если принимается решение, оно должно исполняться. Если есть руководитель редакции, руководитель подразделения, еще более высокий руководитель, есть редакционная политика, которая должна исполняться. Есть направление развития медиабизнеса, оно должно исполняться. Ну, специфика, наверное, любого, так сказать, управляющего, руководителя такой крупной компании, агентством, быть диктатором, наверное, все-таки по отношению к подчиненным, к сотрудникам своим, или, напротив, пытаться найти более мягкий, журналистский, чисто такой коллегиальный стиль общения. Кем вы себя в большей степени ощущаете? Ну, я как бы больше общаюсь с руководителями подразделений.
У нас есть экономическое, политическое, мультимедийное направление. Это, конечно, уже не журналисты, это администраторы, которые должны добиваться результата. Но, безусловно, то, что я говорю железная дисциплина, не значит, что все должны там ходить со страшным лицом. Абсолютно благожелательная атмосфера, то есть творческая атмосфера, но все знают, что должны делать. И потом я скажу, когда лет 5 назад мы пригласили западных специалистов, потому что мы поняли, что сюда должны прийти несколько иная журналистика, чтобы в мире это приняли. То есть вот система подготовки материалов, манера его написания, манера подачи, которая осталась от советской журналистики, она абсолютно неприемлема на Западе. И мы это видели. То, что писали наши журналисты, просто в переводе на английский не понимали западные коллеги. Не коллеги, а читатели даже, я даже о коллегах не говорю. И когда мы пригласили западных специалистов, ну, из других стран, эта женщина зашла ко мне и через некоторое время сказала: знаете, чего у вас не хватает в офисе? Человека с палкой. Ну, с другой стороны, я на протяжении нескольких лет общался с руководителем одного из ведущих российских каналов телевизионных. И прямо на моих глазах, а это был где-то, наверное, переломный момент в истории нашего телевидения, с 1999 по 2003 год, на моих глазах происходил процесс трансформации управляющего каналом журналиста, который еще помнил свои общения со своими коллегами за рюмкой чая в неформальной такой креативной среде, такого заматериалового администратора. И ощущение такое, что когда человек становится сугубо управляющим менеджером, то есть как коммуницирует только с руководителями подразделений, ну то есть не вращается непосредственно в журналистской среде, он может выстроить системно свою работу, но при этом теряется именно та часть его, которая относится к какому-то глубокому пониманию того, что в коллективе происходит. То есть нет такого опасения, что общение с коллективом через посредников может привести к потере, ну не то чтобы контроля, но ощущения, чем живет коллектив, как он вас воспринимает. Ну, вопрос интересный, что касается менеджера, который теряет это, конечно, есть хорошие, удачные, удачливые менеджеры и неудачные менеджеры. Это, конечно, весь комплекс, в том числе и понятие обратной связи. Ну, я получаю информацию, что у нас есть, я знаю, что хотят наши сотрудники, к чему они стремятся. Самое главное в деле, мы знаем, вот у нас такая атмосфера, я вам скажу, абсолютно доброжелательная, при том, что жесткая дисциплина, абсолютно доброжелательная. Наш любой журналист должен стать, вот перед ним стоит задача, известным в международных средах экспертом в своей сфере. То есть это может быть экономика, это может быть политика, международная политика, это могут арабские страны, это восточные страны, типа Персии, это может быть центральноазиатские страны или европейские страны. Каждый из них итогом своей этой журналистской деятельности, ну, повседневной деятельности, они должны стать и экспертами, они должны развиваться в этом направлении. Поэтому перед ними стоит несколько задач. Во-первых, готовить материал в соответствии с тем, что они должны делать. Второе, они должны четко анализировать ситуацию в тех странах, которые они курируют, можно так и сказать. И должны давать верное направление и наиболее интересные задачи ставить перед своими собственными корреспондентами в этих странах. И самое главное, они должны разбираться в ситуации, давать экспертные оценки и писать статьи. И писать статьи на языке тех стран, в которых, в какой редакции они работают, арабский, то ли персидский, ну и английский, и русский, если это касается центральноазиатских или других регионов. Задача, которую мы сегодня вот ставим перед собой, и постепенный набор сотрудников под это дело, это будет пока немножко смешно и не уклюже, но мы думаем, что мы это все подтянем за несколько лет, это тогда будет очень серьезный ресурс.